И снова здравствуйте! Сегодня мы поедем на железную дорогу вокруг Ладоги. Там сейчас до сих пор используется жезловая система сигнализации, стоят семафоры и по некоторым данным ходят паровозы. Но это не точно. Это мы поедем и проверим. Протяженность маршрута получится около 800 километров. Надеюсь, я закончу его в эти сутки. Сейчас 2 часа утра. Это самое темное и самое холодное время суток. Ну, я думаю, что поехали, что ли. Начинаем мы путешествие, как всегда, от Ладожского моста. Поедем на этот раз на восток. Будем выезжать на Мурманское шоссе. По Мурманскому шоссе мы доедем до Лазейного поля. Там пересечем реку Свирь. Там повернем в сторону Аланса. И вдоль восточного побережья Ладожского озера поедем на север до Сартовалы. Может быть, в общем, заедем в пару еще интересных мест. Мурманское шоссе не успокаивается никогда, поэтому начинаем разгоняться. Всего через 30 километров четырехполосное Мурманское шоссе становится обычной двухполосной дорогой. Не прошло и часа, а мы пересекаем реку Волхов. Мы доехали до реки Сясь. Еще вроде Паша должна быть. И до Ладейного поля нам еще 78 километров. Ну, уже светает. Вот уже почти совсем рассвело, только потянулись туманы с лугов. Надеюсь, это не будет большой проблемой. Вот в таком виде я езжу, когда очень холодно. 13 градусов воспринимается как, наверное, 0. Ну вот, мы проехали 200 километров. Ну, 198, точнее сказать. На этой заправке в 3 километрах от Ладейного поля залили бак с горкой. И как раз мы находимся на границе с городом. Сейчас мы поедем на смотровую площадку, посмотрим на стелу на въезде и потихонечку пошлепаем внутрь города. Это вот туда. Ну вот, Свирь в основном как верфь был основан Петром I в 1702 году. И здесь был построен первый корабль Балтийского флота. Это корвет «Штандарт». Ему есть памятник. Мы туда заедем. Заедем в место, где было верфи.
Кстати, здесь еще был построен шлюп Мирный, известный тем, что Лазарев, с Беренсгаузеном, если не ошибаюсь, на нем открыли Антарктиду. Надо сказать, что смотровая площадка так себе. Разве что когда здесь проходят корабли. Вон слышно железная дорога, она здесь появилась в 1915 году. Справа от нас верфь Корабелов, там именно и были Петровские верфи. Вид на Свирь, кстати, отсюда гораздо более шикарный, чем со смотровой площадки. Здесь еще есть парк и место, где погулять, посидеть и покачаться на качелях. У нас здесь осталось две задачи: посмотреть на памятник Корвету Штандарт и посмотреть на мост, который имеет значение для наших изысканий с точки зрения железной дороги. Вот мы сейчас туда и поедем. Ну что, памятник мы нашли. Как-то я ожидал чего-то большего. Хотя бы копии небольшой. Ну вот якорь. Значит якорь. Зато отсюда появился мост, по которому мы сейчас поедем. Мост этот разводной. Если судно имеет высоту больше 15 метров, оно подает заявку на разводку. Кстати, на станции Ладейное поле сохранился разворотный треугольник. Вот это одна часть поворотного треугольника. Вот налево дорога идет в депо, направо идет на другую часть треугольника. Кстати, она сохранилась, я только что мимо проезжал. Вот, мы туда тоже глянем. Ну и вот, стрелка. Попытался перевести стрелку, но там уже выросла березка, ее уже не перевести. Поэтому или надо рубить березку, или поезда будут всегда идти направо. А вот совсем рядом с этим углом разворотного треугольника уже видно пути Мурманской железной дороги. Вон в тумане видно, что налево не электрифицированный путь идет на мост, а направо электрифицированный идет на Мурманск. Вот другой угол разворотного треугольника, видна стрелка. Направо это в депо, налево это в ту точку, где мы только что были. Судя по тому, что рельсы не накатаны, особо здесь никто не ездит. Упирается он вот в такую бетонную плиту. О, местная хозяйка.
Ну, на этом мы знакомство с ладейным полем закончим и поедем на другой берег Свири. Вот этот мост через реку Свирь был построен в 1972 году. Он совмещенный железнодорожный, вот ближе к нам железная дорога находится. Потом идет две полосы, ну сейчас увидим, автодороги и пешеходная дорожка. До того, как этот мост был построен, поезда ходили с Артовалы до Аланца, а дороги дальше не было. И следующая остановка у нас на станции Инема. Это первая станция с этой стороны. А здесь железная дорога уходит направо, а мы уезжаем налево. А вот мы и подъезжаем к бывшей станции Инема. Собственно, почему она бывшая? Сейчас разберемся. Первоначально станция Инема была именно здесь, около одноименного поселка. В 80-е, 90-е годы лишние пути убрали, а их тут было, похоже, минимум 3. Здесь мы стоим прямо на шпалах бывшего пути. Вот. А здесь он пункт обогрева и пункт обслуживания, я так понимаю. Кстати говоря, внутри вполне прилично. Кто-то за всем этим следит, что ли? Хотя замков нету. Видимо, здесь действительно обогреваются. Но, видимо, вот это вокзал. Ну, внутри вокзал, можно сказать, не сохранился совсем. Полностью зарос. И все. Вот здесь асфальтовая дорожка ведет прямо к входу, получается. Здесь лестница. Лестница, здесь убиться можно. Попробуем пойти. Ну, здесь даже кирпичи были какие-то очень некачественные. Все разрушено. Все. В общем, станция Инема в настоящий момент отсутствует. Вместо нее построена платформа Инема в 2 километрах ближе к ладейному полю. Там народ ездит в монастырь. Я напомню, что это единственная станция, построенная не финнами, построенная в советское время и построена в связи с постройкой моста через Свирь.
более подробно я расскажу все это на станции Мегрига. Это следующая станция. Пока моста не было, она была конечной. И вот там я и расскажу, как такое получилось, что финны построили эту дорогу. А наши настраивали. Сейчас 8:30. Мы прибыли на станцию Мегрига. Как видим, станция здесь отсутствует, а присутствует только посадочная платформа. Дорога, вдоль которой мы поехали, интересна не столько тем, что она построена финнами в большей части, а в том, что она построена финнами на оккупированных исконно русских территориях. В 1932-1933 году дорога была построена от ветки финской железной дороги от Сартовавы и дальше на север, от станции Янисjärvi до Уксу. Там была река, и было признано нецелесообразным вести ветку дальше. Долгое время, 10 лет, эта станция была тупиковой. Ну, я имею в виду Уксу, которая километров 100 отсюда, наверное, если не больше. Потом, когда в 1941 году Финляндия оккупировала вот все эти земли вплоть до Свири и решила, что пришла она сюда надолго, в 1943 году она построила дорогу от до Мегриги, вот до этого места. Вот в этом лесу как раз и находилась тупиковая станция Мегриги. Когда после победы в 1945 году эти земли вернулись Советскому Союзу, а в дальнейшем России, смысла тянуть ветку дальше не было, потому что не было еще моста через Свирь. И до 70-го года здесь так и была техническая станция, а поезда ходили с Сартовавы до Аванца. Вот сейчас, кстати, Аванец здесь в нескольких километрах, мы туда сейчас и поедем. Сейчас мы заглянем в этот лесок, посмотрим, осталось ли что-нибудь от старой станции. Ну, Мы едем прямо по территории бывшей железнодорожной станции. Здесь все равно ничего не осталось, поэтому поедем сразу в Аванец. Искать там вокзал. Вокзал в городе Аванец находится на самой окраине. и вот вам, пожалуйста, никаких семафоров, но стрелки ручные. Хозяйка. Значит, здесь 3 пути, а четвертый образовывал треугольник.
просто ограничимся спутниковым снимком, что здесь вот треугольник, чтобы разворачивать паровозы. Здесь действительно паровозы 90-х годов работали. Это то, что осталось от поворотного треугольника. Здесь только шпалы. Станции к началу станции, также к концу. Ну и сама станция. Мне любезно показали жезловый аппарат еще советского производства, а также систему централизации. Кстати, именно на этой станции дальше на север начинается жезловая система управления движением. Поезд отправился дальше к станции Илинская, на север. Но мы посмотрим сейчас одну достопримечательность и последуем за ним. Это и есть храм Смоленской Божьей Матери. Он практически восстановлен. Вот он стоит там, где сливается река Мегрика. Мегрика — это вот это. И вот справа в нее впадает Олонка. Вдоль Олонки мы долго будем ехать. Ну а на этом мы знакомство с Володцом заканчиваем. У нас еще очень много-много дел. И едем дальше. А вы зашли на станцию и увидели, что там творится. Там еще жезловая система. На станции Ильинская, кроме светофоров, современная японская рельса. Неизвестно откуда взявшаяся, да? Кроме своих семафоров, Ильинская интересна еще своим шлагбаумом, который закрывается, открывается дежурным по станции системой тяг. Вот такая вот тут автоматика. Зато надежно. Ну а мы едем дальше в Тулаксу. Мы находимся на платформе Тулакса. Раньше это была станция, она была вот где-то в 1,5-2 километрах вот в том направлении. И здесь была ветка, она отходила к реке Тулаксе, под которой сплавляли лес. Но в 80-е годы сплавлять лес запретили в Советском Союзе. Поэтому ветку разобрали. Насыпь, говорят, где-то здесь угадывается, но я ее не нашел. Вот здесь виден мост через реку Тулаксу. Я так полагаю, что наверное, ветка шла налево. Потому что на станции Видлицы тоже сохранились семафоры. И даже тяги. К начальнику по станции. Сейчас мы подъедем к станции.
И с другой стороны вроде сохранился семафор. Вот и второй семафор станции Видлицы. Один был виден хорошо, а второй вот за рекой. К нему видны тяги, но он уже не работает. Используется жезловая система. Кроме такой интересной станции, Видлицы забавны тем, что они дважды оккупировались финнами. В первый раз в 19 году на 2 месяца они заняли этот поселок. Ну и в 41-м на 4 года здесь была Великая Финляндия. Кстати, здесь был финский концлагерь. Не в смысле для финнов, а для славян. Финны строили на оккупированных территориях концлагеря. И все славянское, не финно-угорское население должно было куда-то вывестись, я думаю, в Сибирь, за Урал или куда там. Еще можно добавить, что в этом поселке проживает 1600 человек, около того. Занимаются они животноводством, овощеводством и рыбоводством. В остальном обычный населенный пункт на берегу Ладожского озера. Докуда мы, надеюсь, доберемся. Вообще я хотел рассказать о Тулаксе, десантной операции около Тулакса, но там к озеру подъехать не удалось. Вот, пришлось немножко проехать дальше. Здесь сделать обед с купанием и со всеми прелестями пляжной жизни. А что касается Тулакской десантной операции, это в июне 1944 года 78 кораблей Ладожской флотилии высадили 5000 десантников на восточный берег, перерезав железную и автомобильную дорогу на территории оккупированной Финляндии. И в результате финнам пришлось отступать без тяжелой техники по лесам, по проселочным дорогам. Вот такая вот операция. Наши, говорят, потеряли чуть меньше 200 человек убитыми. По разным источникам финны потеряли от 1200 до 1500 убитыми. Вот такие вот жестокости войны. Там до сих пор находят кости. И это не шутка. Сейчас обеденный перерыв заканчивается, и мы едем в Салме.
Здесь памятник в очень красивом месте советским пограничникам, которых расстреляли финны-белогвардейцы в 1919 году. Так-то. Здесь недалеко граница. Мы добрались до старой границы между Российской империей и Шведским королевством. Древние новгородцы еще в IX, в X, в XI веках заселяли эти земли и в XIII веке жили до Саймы. Это на север, далеко за северным берегом Ладожского озера. Но потом на эти земли стала претендовать Швеция, очень весьма агрессивно. И после ряда войн в 1680 году был заключен мир. Как раз вот примерно здесь проходила новая граница между Шведским королевством и Российской. Ну, тогда еще не империей, тогда еще просто государством. Вот эта дорога ведет, вылетело из головы, как называется, камень. Короче, на побережье стоит камень большой, прямоугольной формы. Он выбран в качестве как бы знака, что там проходит граница. Значит, по берегу Ладожского озера ее обозначал вот этот камень, а здесь вдоль дороги стоит, ну, остался еще один старый камень, который как бы стоял на границе между Советским Союзом и Финляндией. Вот. Его мы попробуем найти. Я немножко напоминаю Робокопа, да? Поищем этот камень исторический. Ну вот, с большим трудом и с помощью местного населения мы нашли камень. Граница Советского Союза и Финляндской республикой. Да, вот прикиньте, это чтобы к этому камню подойти, вот здесь надо вот так в жизни разберешься. Эта граница была не столько между Советским Союзом и Финляндией, сколько между Россией и Швецией после шведской войны, после шведской агрессии. Пока Петр шведов не выгнал отсюда нахрен. Вот. Так что вот у этого столба находится пограничный камень. Вот, ну ладно, а мы наконец поедем сами. Вот. Такая вот станция Салме. В наше время. 2 пути. Салме оказалась не такая простая станция. Вот 2 главных пути и как минимум 2 тупиковых. Вот один тупик, второй тупик. И там я вижу вдали еще один семафор. Семафор, к сожалению, виден плохо. А
А вот управление семафорно-стрелочного поста видно хорошо. Ну ж, мы познакомились со станциями, которые финны построили после оккупации Советского Союза в 1943 году. Теперь познакомимся со станциями, которые здесь были построены. Там были построены до 1933 года. Вот эта река Юксуйоки и сдерживала строительство линии дальше в течение 10 лет. Вот эта дорога к бывшей станции Уксу. Она, в принципе, и тогда здесь проходила, но, наверное, была более такая наезженная. Ну, попробуем проехать, потому что это действительно интересное место. Со спутника эта дорога выглядела более приличной. Мы подъехали прямо к развалинам вокзала. Сейчас посмотрим, что тут было. Вот в 1933 году была открыта эта станция Уксу по названию близлежащего поселка. Это была последняя пассажирская станция на этой линии, потому что строить дальше финны мост через реку не видели смысла, потому что недалеко была граница с Советским Союзом, бывшая граница. Вот остатки вокзала, лесенка осталась. Ну и фундамент. Ну, классический финский вокзал, финский фундамент. Хотя хочу классический, он бетонный, он не гранитный. Скорее всего, вокзал-то сгорел во время войны. И восстанавливать его не стали, потому что поселение-то в 2 километрах отсюда, к югу. Ступеньки, ведущие в вокзал с привокзальной площади. Привокзальная площадь выглядит сейчас вот так. И вот туда ведет дорога, по которой мы с трудом проехали. Она ведет к поселку. Вот что это за сооружение, я затрудняюсь сказать. Значит, современный путь идет прямо, а до 1943 года он где-то в полкилометра сворачивал направо и шел в сторону порта. От нее ничего не осталось, от этого пути.
Судя по древней карте 33-го года... О, собака. И собаки живут. Судя по карте 33-го года, здесь, значит, один путь был там, где стоит бетонное сооружение, второй здесь. И третий, маленький, начинался вот здесь, от вокзала. Ну и шел вот здесь вот. В общем, скорее всего, все-таки это финские шпалы от разъезда. Все, что можно, мы здесь посмотрели. Поедем, попробуем выбраться отсюда для начала и посмотрим на то, что осталось от порта, который отсюда почти в 4 километрах. Вот прямо на этом месте, я не знаю, когда в 1933 году его построили, а когда его разобрали, я не знаю. Здесь находилась грузовая станция из 2 путей. Был ли здесь поворотный круг или нет, я сказать не могу. Но вот здесь был порт. Вот в этой гавани. Что-то тут грузили, отвозили лес, скорее всего. Перегружали и везли к себе в Финляндию. Едем дальше. Кстати, поезда сюда пришли в 1932 году. Остатки разворотного круга. Заросли полностью, огорожены, чтобы кто-нибудь туда не свалился. Вот с этой стороны подходили 3 пути, 2 шли в стойло, и 1 шел в тупик. Тупик остался. Стойло тоже. Вот так решали проблемы разворота паровозов в Питкяранте. Будем считать, что с Питкярантой мы познакомились. Теперь, ну вот, в деревне Леписильта вроде бы оставался какой-то мост. Поищем там, все равно по дороге. А вот на этой станции мост сохранился. Только мне кажется, что снимали его с другой стороны. Вопрос к зрителям, с какой стороны его фотографировали в 1944 году. Станция Ляппесильта. Ну, используется. Возят в основном лес. Семафоры не работают, но присутствуют. Следующая станция у нас
Да, конечно, по сравнению с той фотографией сильно заросло и моста не видно. Но место это однозначно то же самое. Кстати, мы находимся в местечке Импелахти. И вот эта тропинка около знака называется улица Вокзальная. Где тут был вокзал, не имею ни малейшего представления. Все-таки выяснили мы, куда ведет улица Вокзальная. Это бывшая станция Импелахти. Здесь было два длинных пути, один короткий. Осталось здание вокзала и остатки шпал. Ну, здесь шпалы. И вокзал, видимо, заброшенный. Вот, наверное, это от гранитной платформы. Сейчас здесь ничего нету. И, по-моему, поезд не останавливается. Вокзал, наверное, использовался после войны. Чисто, печка, билетная касса. Билетов нету. Еще печка. Ну, относительно чисто, я бы так сказал. Здесь есть амбар. Туда, пожалуй, не подняться. Ну и вход, обращенный в город. Такое типа крыльцо. Гранитное. Как положено, закрыто. В общем, ничего интересного внутри нету, кроме того, что там довольно-таки относительно чисто для заброшенного здания. Там есть еще одно здание. Ну, там стоит антенна спутниковая, видимо, там живут, мешать мы им не будем. Поедем дальше знакомиться с особенностями этой линии. Последняя станция на нашем пути — это Ляскеля. Дальше дорога уходит на север, на Янис-Ярви. Это почти у границы с Финляндией. Туда нет ехать. Ехать туда нет ни времени, ни желания. Вокзал в обычном финском стиле. Я слышал, вроде бы есть один семафор, как раз вот в конце станции, в том направлении, куда я иду, у моста. Если увидим, я покажу. Ну вот прекрасно сохранившийся семафор с тягами. Не знаю, работают они или нет. Но это явно последний семафор в нашей сегодняшней поездке. Потому что эта линия уходит на север, а та, которая придет с севера, та уже более современная.
так на станции Хелюля встретился рельсовый автобус из Водейного поля, стартовал Русский Альский экспресс под паровозом и «Ласточка». Ну, отсюда она отправляется. По сути дела, из стартовала в Питер через Выборг. Ну, ждет тепловоза, через час поедет. Вот секрет того, что «Ласточка» жива, работают кондиционеры, несмотря на то, что здесь нет контактной подвески, нет тепловоза, нет дизеля, ничего. Вот она запитывается. Видимо, это стандартный 1000 вольт постоянного тока. Оказывается, поезд Деда Мороза отстаивается не где-то в Лапландии, а в Сартовале. Именно этот поезд повезет с ноября по февраль по всей стране, будет колесить и возить нашего Деда Мороза. Вот так вот. Последняя остановка на заправку. Осталось километров 200. Прикол, сам навигатор говорит, что помех по региональным дорогам будет на 23 минуты быстрее. Ну, на Мурманке сейчас пробка. Здесь и дорога красивее, кстати говоря. Ну, сегодня мы посмотрели все, что обещали. И семафоры, и жезловую сигнализацию, и даже паровозы, и даже действующие. Так что программу можно считать выполненной. Ну, кроме того, просто красивые места, в которых просто необходимо побывать. Я думаю, больше ничего интересного не будет. Так что на этом прощаемся. Надеюсь, еще свидимся.